Всем привет, уважаемые любители электротранспорта! Вы видите, что передо мной синий стол. А это значит, кто уже в курсе, что это новая рубрика «Разбираем части электроскутера». И сегодня, возможно, самое интересное видео. Потому что сегодня мы разберем вот такое вот колесико. Но это не просто колесико, это мотор-колесо. Мы заглянем внутрь и посмотрим, что внутри. А я напоминаю, что я по-прежнему нахожусь в Китае. У нас на складе за моей спиной собираются новые BR60, но я вам их пока не покажу, потому что там есть кое-какие обновления, это сюрприз. А также слева от меня стоит BR60, просто радует вам глаз. А справа от меня BR30, с которого мы уже сняли колесо, но как мы это делали, увидите далее. Поехали! А у меня тут под рукой оказался BR30, и поэтому на его фоне я хочу немножко рассказать о работе мотор-колеса. Чисто очень короткий, очень простыми словами, такой в целях образовательного контента я вам расскажу работу колеса. Короче говоря, мотор-колеса бывают двух типов. Первое — это редукторные. Они используются в основном на слабомощных, типа там 300 Вт. Обычно до 500 Вт можно встретить редукторные колеса. Но в наших электроскутерах и в принципе во всех электроскутерах от 500 Вт до нескольких киловатт используются мотор-колеса прямого привода. Но безредукторные или прямого привода мотор-колеса, как бы они надежнее и они имеют больше КПД. Поэтому, собственно, поговорим о них. А внутри есть, по сути, две основных детали. Это статор и ротор, как, в принципе, в любом электромагнитном двигателе. То есть статор – это неподвижная часть. Там на статоре обмотки, подключенные в определенную схему, в которых появляется магнитное поле. В роторе постоянные магниты, цепь постоянных магнитов, которая приходит в движение из-за того, что на нее воздействует электромагнитное поле статора. Соответственно, мы подаем ток на статор, получается магнитное поле, которое движет все колесо. А колесо, как вы поняли, уже крутится так же, как и ротор. Также есть там датчики Холла. Они, в принципе, во всех колесах используются. Что они делают? Они собирают информацию и отправляют в контроллер. А контроллер, соответственно, контролирует там ошибки, неисправности и так далее. Но на самом деле это все, на что я буду обращать внимание. Статор, ротор и датчики Холла. В принципе, по поводу остальных датчиков, скорее всего, их не будет, потому что в мотор-колесах такого плана обычно не устанавливается больше ничего. Так что давайте заглянем внутрь и посмотрим, что же там такое. Итак, мотор-колесо 3000 Вт, снятое с BR30, вот красненького, который сейчас стоит без задней обуви, так сказать. Как мы это делали, вы видите уже на своих экранах. А это мотор-колесо, я напоминаю, проездило уже год или даже чуть-чуть больше. У нас на многих видео есть именно вот эта модель BR30, обзоры, там покатушки, тесты и так далее. Смотрите обязательно, кто еще не видел. У нас много видео на канале, кстати, подпишитесь, пока не начали. И вот что хочу сказать. Колесо не новое, именно поэтому я его взял. Не хотел брать новое колесо, потому что, знаете ли, так будет, наверное, правильней и для клиентов, и для подписчиков, если мы снимем именно бэушное колесо, а не новое. Потому что в новых колесах понятно, что все нормально. Как выглядит старое колесо? Ну, как старое? Ну, оно год поездило, то есть технически оно не старое, да, просто с пробегом. Не могу сказать точно, сколько здесь пробег, только я проехал на нем где-то пару тысяч километров, плюс я знаю, что некоторые работники на нем катались домой. Ну, ладно, я их за это ругать не буду. Уже хочется очень посмотреть, что внутри, но сначала, прежде чем я его разберу, я вам хочу сказать, что я буду смотреть внутри, именно что меня интересует и как мы определим надежность этого колеса. Во-первых, наличие герметика я буду смотреть и насколько правильно его использовали и в каких частях. Во-вторых, силовые провода, силовые
кабели должны быть изолированы, и это я тоже буду смотреть. Ну а в-третьих, само состояние обмотки и само состояние мотор-колеса чисто визуально, соответствует ли 3000 Вт примерно или нет. Поехали, разбираем мотор-колесо. Ну вот, ребята, что получилось. Одну крышку мы достали путем выбивания. Естественно, именно так все и происходит. По-другому вы никак не разберете мотор-колесо. Свинчиваются винтики сначала, а потом снимается крышка. И, собственно, мы видим вот такую картину. Вот такую картину мы видим. Собственно, сам статор. Вот он выглядит. Он как бы надет на ось вот эту, а ротор, собственно, вот эта штука, которая вертит само колесо. То есть постоянные магниты как бы надеты на само колесо. Герметик, на который насажена, собственно, датчик холла. И тут все довольно аккуратно и очень надежно. Я его рукой не оторву, тут только срезать, наверное, или выбивать его. Вот, ну давайте, наверное, снимем и вторую крышку, и я вам покажу более детально, и как бы разберем это все более подробно. И после незамысловатой процедуры выбивания второй крышки мы получили вот такую штуку. Ну и, собственно, что мы здесь видим? Во-первых, сам ротор, крутящаяся часть, на нее одеты постоянные магниты, которые приводят в движение, собственно, колесо. Кабель, который идет к контроллеру, и сама ось, которая является электромагнитом, собственно. Вот она вот так вот выглядит. Здесь датчик, который посылает сигналы, которые тут фазы, короче, на него приходят А, Б, С, плюс-минус. С обратной стороны разветвление самого кабеля, то есть это 3 фазы, плюс всякие мелкие проводки для контроллера, для считывания информации. И, собственно, здесь усадка, изоляция, используются хомуты. Между магнитиками мы видим деревянные заслонки, правильно и плотно расположены, чтобы магниты не соприкасались друг с другом. Далее сама обмотка, все аккуратненько, хорошо, красиво. И усадка проводов, вот силовые провода, чтобы между собой фазы не перекрещивались. Здесь изоляция, как бы все как положено. Также герметик присутствовал на самой оси, чтобы, ну, это такая дополнительная водоизоляция, как бы она в принципе не нужна, но видите, есть, потратились, поставили. Вот и вся простая конструкция мотор-колеса. Но, тем не менее, все должно выполнено быть правильно и точно. У нас на фабрике эта обмотка накручивается машинами, поэтому, ну, как бы здесь говорить нечем, все идеально, точно и как надо. Что хочется сказать по поводу магнитов, которые на самом колесе, на роторе. Получается в один ряд, на некоторых колесах используется 2 ряда, но здесь 1 ряд, но зато они довольно толстые и широкие. Меня удовлетворяет такой расклад, то есть можно в 2 ряда, можно в 1 ряд, но побольше. И данное колесо, в принципе, подходит под категорию 3000, 2,5, так чисто на взгляд. Поэтому, я думаю, китайцы нам не врут, потому что, как минимум, я видел сам процесс производства, я знаю, что все это делается, в принципе, машинами, людьми только проверяется, поэтому я, в принципе, доверяю, там расчеты у них точные. А, кстати, кто не видел нашу поездку на фабрику, у нас есть такое видео, как делаются электроскутеры Skyboard прям с фабрики. То есть я сейчас на складе, а у нас есть фабрика, прям само производство. И посмотрите обязательно, оно очень интересно. Но данные электроскутеры, которые располагаются у меня за спиной, не конкретно вот эти 2, а новенькие, хорошие, вы можете увидеть на сайте skyboard.store, а также вот в этом списке городов вы можете найти свой
город, в котором вы живете, это список наших дилеров, расположенных там. Вы приходите, смотрите, щупаете и даже катаетесь, и после этого делаете свои выводы, свои тесты и решаете покупать наш электроскутер Skyboard. Поэтому ждите новой рубрики «Разбор частей» и пишите в комментариях, что вы еще хотите разобрать, чтобы я подробно вам показал это и рассказал. Данным колесом я доволен. Что тут сказать? Тут, в принципе, нечего сказать. Все как надо, все на местах, все четко, слажено. А я с вами прощаюсь. Единственное, что хочу вам пожелать теплой весны, чтобы вы могли ездить на электроскутерах, в маечках и не париться о каком-то там жидком топливе, ездить только на электричестве. Поэтому пока и увидимся в новых роликах.